Он привязал ее к дереву в тайге и бросил на верную смерть. Но когда появился тигр, то, что он сделал, шокировало всех. Тайга стояла глухая и холодная. Снег скрипел под ногами, когда Алена заметила маленькие неровные следы, которые явно не принадлежали взрослому зверю. Она пошла по ним и вскоре нашла под поваленным кедром дрожащего тигренка, совсем одного, слабого и обреченного. Вокруг не было ни следов матери, ни признаков, что кто-то вернется за ним. Правила заповедника запрещали вмешиваться, но она не смогла уйти. Слишком ясно было видно, что он не переживет ночь. Она сняла шарф, аккуратно завернула его, прижала к груди и унесла домой. Назвала его Тай. И выходила, кормила из бутылки, грела у печки, просыпалась по ночам от его тихого писка. Он рос быстро, креп, начинал играть, цеплялся за рукава, кусал ее пальцы и смотрел на нее своими янтарными глазами, в которых с каждым днем становилось все больше силы и дикости. И все же она знала, что он не ее. И однажды, когда он уже уверенно стоял на лапах, она вывела его в лес и отпустила. Долго смотрела, как он исчезает среди деревьев. После чего прошел год, и в ее жизни появился Томаш, представившийся фотографом, снимающим фильм о тиграх. Он говорил правильно и красиво, но слишком гладко, задавал точные вопросы и внимательно изучал маршруты зверей. И в нем было что-то чужое, что она сначала пыталась не замечать, пока однажды ночью не услышала, как он говорит по телефону про контейнер и живой товар. И тогда все встало на свои места. Он был браконьером. Она решила проверить его камеру, но не успела. Удар был резкий, и когда она очнулась, то была привязана к дереву в глубине тайги. Руки связаны, холод пробирал до костей. А Томаш спокойно собирал вещи и говорил, что она сама виновата, потому что узнала лишнее, что это просто бизнес, тигр и товар, и она исчезнет, как исчезают многие. Алена пыталась освободиться, но веревки только сильнее впивались в кожу. И тогда она услышала хруст шагов в снегу. Сначала тихий, потом ближе. Из-за деревьев вышел огромный тигр, взрослый, мощный, с янтарными глазами. И в этом взгляде она узнала Тая. Он остановился, посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Томаша. Тот усмехнулся и потянулся к ружью. Но в момент выстрела тигр рванулся вперед, сбил его с ног, ударил лапой. Ружье отлетело в сторону, кровь окрасила снег. Тигр не стал убивать сразу, словно давая шанс, и этого хватило. Алена, освободившись, схватила нож и ударила Томаша. Все закончилось быстро и глухо. Но Тай был ранен пулей. Он лежал тяжело дыша, а она прижимала руку к его ране и шептала, чтобы он не уходил. Но он посмотрел на нее тем же взглядом, что и когда был маленьким. Коснулся ее руки носом и, несмотря на боль, поднялся. Медленно ушел в лес, оставляя за собой кровавый след. А Алена осталась в снегу, понимая, что он пришел не ради мести, а чтобы спасти ее, как когда-то она спасла его, и что он никогда не будет принадлежать ей, потому что он часть тайги.